Всем доброй ночи. Точнее, всем, наверное, раннего утра. Под утро почти. Если помните, я одно время начала серию ритуалов великих людей. Это ритуалы, заговоры, которые мне удалось найти из различных архивов, исторических книг. Какие-то из этих ритуалов именно исконно от этих людей остались в истории. Какие-то предположительно семейные ритуалы этих людей. Так, например, ритуал Хюррем Султан. Так, например, ритуал Екатерины Медичи. И прочее. Вот сегодня я хочу вам подарить ритуал Бонны Сфорца подчинение врагов. Давайте немного поговорим о личности Бонны Сфорца, кто она была и что из себя представляла вообще. Бонна Сфорца жила в 15 веке. Королева польская, великая княгиня литовская, но по происхождению миланская принцесса. Из семейства Сфорца. Итальянское семейство, говорят, что они взяли свое начало и корень от этрусков. Дочь Галиатца Сфорца и Изабеллы Арагонской. Вторая супруга Сигизмунда I, извиняюсь. Он был настолько увлечен этой темпераментной итальянкой, что в скором времени она взяла всю власть себе в руки. И можно сказать, что правила вместо мужа, чем ужасно раздражала местную знать. И многие писали письма о том, что король абсолютно безвольный и полностью подчинен своей супруге. Это очень злило знать, но они ничего делать не смогли с этим. Мало кто знает, что Бонна Сфорца была близкой подругой Хюррем. И они вели переписку. Именно благодаря этой дружбе и благодаря тому, что каждая из них властвовала над своим мужем, она заключает перемирие с турками, что было просто неслыханно в те века, в те времена. Она заключает перемирие с турками, и даже у них были такие мысли, чтобы поженить сына Хюррем Селима с Анной Яголонкой. И Анна Яголонка, она посещает Константинополь и гостит у Хюррем Султан. Знаете, сейчас это может прозвучить обычно, ну что здесь такого, но вот дружили царственные особы и приходили друг к другу в гости. В те времена венценосные особы практически не выезжали из своей страны, если только там выходить замуж. Это было очень опасно. Они могли попасть в плен, их могли использовать против их семьи, для того, чтобы добиться определенных там своих условий. Кроме того, они могли попасть в капкан, то есть те венценосные особы, которые приглашали, могли, например, оставить их у себя как в почетном плену. Много чего могло быть, поэтому если Яголонка приезжает к Хюррем,
в гости, то считайте, что это была очень крепкая дружба. Когда Бона пишет Хюррем «моя госпожа», «моя величественная госпожа» и прочее, прочее. И, по сути, хочу вам сказать, что то, что в Европе узнали про Роксолану, про Хюррем Султан, во многом заслуга именно Боны Сфорца, потому что она, именно она, говорила о ней очень много. И очень много сообщала, очень много хвалила эту женщину, как одну из мудрейших женщин. Хюррем писала ей письма и внизу подписывалась «Хюррем Шах». У нее была собственная подпись, собственная печать, и она называла себя Хюррем Шах. Многие говорят, что, знаете, даже в фильмах там Хасыки, Махидевран, Султан и так далее, это неправда, это очень грубая ошибка. Хасыки или приближенные, этот титул выдумал Сулейман для Хюррем, чтобы она была вторая после его матери. Приближенная. Этот титул носила только Хюррем, а потом впоследствии ее сноха Нурбану, которая, кстати, очень любила ее и называла матушка Хюррем, что в разных там фильмах, сериалах совсем по-другому выдается, да. И вот она Хасыки Хюррем, которая принимала послов без закрытого лица. Есть портреты Хюррем, что в то время в Османской империи для жен турецких султанов было просто неслыханной вещью. И вообще турецкие султаны никогда не женились. У них были наложницы. Даже мать того же Сулеймана, Айше Хавса, дочь крымского хана, не была законной женой Селима Явуза, то есть его отца, Селима Грозного. Она была наложницей. Наложницей и родила ему детей. Там много детей, выжило несколько только дочери и Сулейман. То есть даже она не была женою, она была главной наложницей, она была матерью Шехзаде Сулеймана, потом стала Валиде Султан, то есть родительница султана. Валиде вообще переводится как родительница. Хюррем была первой женщиной, которая стала в Османской империи законной супругой султана. И она говорит, когда Бона пишет ей «Великая Хюррем-Шах, возможно ли попросить вас содействовать, чтобы турки не напали на наши владения?» Хюррем отвечает: «Самый близкий человек султану – это я, и мое слово для него непоколебимо», пишет она. Ну, тем самым дает понять, что как я скажу, так и будет. Дорогие друзья, и Хюррем, и Бона пользовались колдовством. Более того, в истории известно много фактов. Да-да-да. В истории известно много фактов о том, что у Боны Сфорца был огромный штат ведьм. Бона умерла в возрасте 63 лет, но почему она начала сдавать свои позиции только тогда, когда она решила отстранить этот штат ведьм, то есть посчитав, что ее сил уже хватит, она уже могущественная, и вот тут она начала проигрывать. Называют ее дочка дьявола, отравительница. Но хочу вам сказать, что она позировала в то время для создания статуи Фортуны. Многие говорят, что статуя Фортуны – копия Боны Сфорца. Вот современная статуя, вот эта вот классическая, которую вы видели, говорят, что она копия просто Боны. Что она позировала для статуи Фортуны. Более того, когда она выдавала замуж дочерей, каждый из них отправляла вместе с приданым статую Фортуны. Значит, литая из серебра. О чем можно говорить? Можно говорить о том, что, невзирая на то, что она как бы поддерживала видимость христианства, на самом деле поклонялась древним силам.
Есть несколько источников, и это не единственный заговор Боны Сфорца, который я хочу вам подарить, но пока что сегодня подарю вот этот. Что семейство Сфорца, точно так же, как и семейство Медичи, итальянцы, имеющие в корнях этрусков, были жреческая каста, и что вот их взлет не случайный, что это были люди, которые использовали магию. Поверьте мне, что так и есть. Нет на земле ни одного человека, который из простолюдин или из ниоткуда. По сути, и Медичи, и Сфорца всего лишь были богатые семьи. Понимаете, они не были настолько знатные. Но потом начинается потом начинается их взлет. Их дочери начинают становиться королевами. Пожалуйста, Медичи. Сколько королев от Медичи? Одна Екатерина и Мария Медичи чего стоит? Это все из семьи Медичи. А что было у Медичи? Всего лишь деньги. Их за глаза называли купчихами, смеялись над ними, говоря о том, что они простолюдинки, просто имеющие деньги. И только из-за денег как бы их взяли замуж. Так вот, если человек возвышается резко, или человек, или род, или династия возвышается, поднимается резко, уж поверьте мне, что здесь замешана магия, что здесь замешаны некие силы, которые помогают этому роду и этому человеку подняться и добиться определенных успехов. И, может быть, подозрения людей не так уж и напрасны. Но в то же время, дорогие друзья, не каждому силы дают возможность подняться, только тем, кого считают достойным, только тем, кто верен им, понимаете, кто обращается к ним. Так что вот эти все подробности жизни Боны Сфорца говорят о том, что она очень даже, скажем так, не то что увлекалась магией, она ею занималась. Она одарила огромными богатствами и поместьями женщину, которая помогла ей взять верх над не просто врагами, вообще над всей знатью. Сигизмунд, который до этого времени был мужчина довольно-таки капризный, такой с сильным характером, он ее обожал. Даже есть очень много картин, где он влюбленно смотрит на спящую Бонну, не может оторвать глаз. Это говорит о том, что он был околдован. И многие об этом пишут. Он стал абсолютно безвольный, он абсолютно не спорил с ней. И все вот, значит, важные какие-то совещания и прочее, прочее проводила именно Бонна. И она решала все вопросы страны. И, между прочим, правила очень даже неплохо. Она решила очень достойно, очень справедливо земельные споры и прочее, прочее. Так вот, вот дружба двух великих женщин и, кроме всего прочего, определенные заговоры, которые по некоторым источникам использовались в семье Сфорца для того, чтобы подчинять своих врагов. Этот заговор на латине. Дорогие друзья, вот эти работы, заговоры, заклинания и так далее, которые я даю, которые мною найдены или переданы, да, вот это, например, мне передано историком. И историком литовского происхождения, но подобные вещи он нигде не опубликовывал. Это давно, очень давно передано мне. И я хочу вам сказать, что если кто-нибудь считает, что вот эти вещи можно, знаете, раз уж я говорю, что это исторические факты, значит, можно взять и выдать за свое, ну, раз уж это, ну, вот, как бы передано, и раз уж это в истории есть, значит, это общее, то вы очень сильно ошибаетесь. Это, знаете, я и на эти работы распространяю свое авторское право. Потому как нашла это я, передали это мне, и первый раз вообще в истории от меня вот этот заговор уйдет в народ.
Это моя работа, это мной найденное, мной обработанное, мной созданное и прочее, прочее. И просто найти заговор – это одно. Нужно еще понять технику этой работы. Так вот, это, скорее всего, призывы определенных сил, как я поняла. Во-первых, это на латине, это на древней латине. Потом там есть определенные слова. Ларвус. Что означает ларвус? Лярвы, которые вы говорите. Лярвы, духи-вампиры, или злые духи, или духи неупокоенные. То есть и то, и второе подходит под это. Так вот, здесь, значит, сказано, ну, здрасте. Я думаю, она сама пожаловала сюда, представляете? Хотите, я вам сейчас покажу, только не пугайтесь, только не бойтесь. Смотрите сюда. Я сейчас вам лицо показываю, вот внимательно смотрите сюда, по направлению моего пальца. Вот эта часть, посмотрите, человеческое лицо, которое на вас смотрит. Вот, я сейчас показала, уберу палец, смотрите. Увидели или нет? Вот. Только не бойтесь, все нормально. Она может исчезнуть в течение того времени, пока я буду читать. Вот. Да. Давайте еще раз покажу. Вот это вот по направлению моего пальца, вот эта вот часть. Вот здесь. Вот. Там ничего нету. Там ничего не стоит такое, что может образовать, например, ну, какое-то там очертание лица человека. Ничего нет такого, абсолютно. Я вам потом днем покажу, там всего лишь книги стоят и все, и ничего. Да, да. Так вот, такие великие души, такие сильные души, они, дорогие друзья, не просто так. Я вам сейчас хочу рассказать момент, когда снимали фильм. Вы знаете, да, что есть роковые роли. Вот роль определенных личностей очень роковое. Например, вот теперь лицо поменялось, изменилось. Вот оно. Теперь она по-другому смотрит. Значит, так, иди вон оттуда. Пошел вон, не мешай мне. Вон отсюда. Например, роль Ивана Грозного очень опасная роль и мне мешает. И люди, то есть актеры, которые играют его роль, это бывает последняя роль. Вот, между прочим, Евстигнеев, который не хотел верить в это, до конца не смог сыграть эту роль по той причине, что он умер, не доиграв. Вы представляете, как она мне мешает, а? Твою мать. Смотрит прям в глаза. Так вот, роль той же Хюррем. Когда шли съемки, искали актрису, которая будет играть роль Хюррем, ночью Мерьем Узерлис приснилась Хюррем. Она сказала: Мерьем, завтра езжай на пробы. Она говорит, у меня не было в мыслях, я даже не знала. Утром проснулась и говорят, что, значит, в Германию приехала съемочная группа из Турции, ищут актрису на роль, вот главную роль в фильме «Великолепный век». Она говорит, я не хотела абсолютно никуда ехать, но она пошла, и ее приняли. На пробы она тут же прошла, ее приняли. И каждый раз во сне Хюррем приходила и объясняла, как лучше ее играть, как надо смотреть, как надо говорить. Вот поэтому она так сыграла, что мы все полюбили ее и этот фильм, правда? То есть ей понравилась Хюррем, она увидела в ней себя. Все, забудьте о ней, не надо туда смотреть. Так вот, значит, когда Мерьем влюбилась, забыла про вот эту обязанность сыграть роль Хюррем. Когда она про это забыла, Хюррем разозлилась на нее и решила ее наказать. И знаете,
хочу вам сказать, что у Марием началась депрессия, она чуть не покончила с собой. Так что вот касаться к таким душам э, очень опасно. Теперь послушайте меня внимательно. Люди, которые только на моем канале, люди, которые еще не делали никакие ритуалы, этот ритуал не трогайте. На чем основан этот ритуал? Этот ритуал основан на древнеримской традиции римских жрецов отдавать лярвам, то есть злым духам, души своих врагов. Если вы проводите этот ритуал, вы не должны больше жалеть своих врагов. Как бы они у вас не просили пощады и помощи, и извинений, вы их прощать потом не должны. Потому что эти лярвы начнут жрать потом вас. Для начала, как вызывали лярвов? Нужно было, поскольку птица считалась священной, значит, живностью, нужно было сердце птицы, курицы или индюка. Посредине зажигался огонь, здесь свечи будут черные. Далее оливки, потому как оливковое дерево считалось проводником между миром живых и мертвых. И красное вино как знак крови врагов. Нужно было читать это 13 раз, оставлять до утра. Утром это все выкинуть просто. Значит, послушайте меня. После того, как вы это сделали, ваши враги начнут болеть. Болеть очень сильно. У них дома начнутся очень страшные проблемы. И они, поняв, откуда ветер дует, будут, значит, пытаться найти с вами контакт, чтобы извиниться. Здесь, смотрите, в чем, значит, смысл этого ритуала? Вы призываете лярвов, угощаете их и обещаете им души своих врагов, их волю, их жизнь, их энергию. Они вцепляются в ваших врагов и начинают их жрать. Начинается очень страшное мракобесие в их жизни, жуткое. Но вы не должны этих людей прощать, вы не должны смягчаться к ним. Вы должны делать столько раз, пока их не добьете. Поэтому я вам еще раз говорю, уважаемые люди, если вы не уверены в том, что у вас хватит силы духа, что у вас хватит жестокости, злости добивать этих людей, значит, этого не трогайте. Потому что если они начнут просто они попадут в такое жуткое состояние, вы должны будете все время это делать и доделывать. Вот вы увидели, что у них плохо, вы снова должны делать. Может быть, месяц 3-4 раза. Значит, покупать оливки, черные свечи, вино, сердце птицы и снова это делать. Вы меня слышите? Поэтому я вам объясняю еще раз. Если вы хоть немного сомневаетесь, не трогайте эти ритуалы, потому что эти ритуалы для сильных духом людей. Эти ритуалы для таких людей были, как Бона Сфорца, и считается, что она проводила данные ритуалы, и вот это в том числе, потому что это было найдено как бы в архивах семейства Сфорца, вот этот ритуал древних жрецов, этрусков или римских жрецов впоследствии. Вот именно, вот мы пришли к этому. А если вдруг окажется, что ваш враг – это ваш родственник, вы уверены, что дальше будете добивать этого врага? А вдруг окажется, что ваш враг – ваш брат или сестра, вы будете дальше добивать этого врага? Если вы этого не будете делать, то лярвы вцепятся в вас.
То есть вы должны делать этот ритуал до того момента, пока у этого человека просто наступит полнейшее разорение жизни. Вот все разрушится, ничего не останется. Если вы готовы к этому, значит, берете и делаете. Только те люди, которые хотя бы полгода были и есть на моем канале. Если вы хотите добить людей, которые вам делали больно, смело вперед. Но очень может быть, что среди этой мясорубки окажется и ваш близкий друг. Понимаете, я такие вещи делала, я знаю. Я предчувствовала, но верить не хотелось. Я понимала, что очень может быть, не хотела в это верить. И когда я делала от врагов, когда я очищала себя от всякого, сейчас-то не могут как бы сделать, раньше могли, ну, эффекта это им не давало, но делали. И вы знаете, поумирали несколько людей. И те люди, которые не хотелось бы мне навредить, но получилось. Значит так, Надежда, не задаем тупых вопросов во время моего прямого эфира. Не задаем. Тем более, что я все, что возможно, насколько реально, насколько возможно, как бы более детально и очень подробно уже сказала. И 500 раз один и тот же вопрос задавать не стоит. Итак, люди, которые хотя бы полгода были на моем канале, чтобы они знали, что к чему и как. Люди, которые пробовали уже другие ритуалы, у них получилось, и они могут смело приступить к этому. Люди, которые готовы добивать этого врага. Я вам еще раз говорю, это не тот ритуал, который можно один раз сделать, отойти и отдохнуть. Понимаете? Это тот ритуал, который нужно делать и делать до того, пока эти люди просто всем семейством не будут сходить с ума, вылазить, просто не вылазить, точнее, из больниц, пока у них не будет то пожары, то смерти, то операции, то разорения, то потеряет работу, то машина разобьется, то еще что-нибудь. То есть до такой степени вы будете их добивать и добивать. Только тогда вызванные вами лярвы уйдут. И вот когда вы уже поняли, что вы их добили, все, прекращайте их делать. Итак, доброе утро. Значит, я предупредила, я сказала, далее я ответственности за это не несу. Потому что если я один раз говорю, и второй, и третий, 20-й, и человек не понимает, то это уже его проблемы. Этот ритуал вы должны делать столько раз, пока не добьете своих врагов. Если учесть, что бонус-форца, правило, до самой старости, подчиняя себе сначала мужа, потом сына, и всех вельмож, и всех князей, и всех, скажем так, благородных людей и так далее, если учесть, что она правила вполне хорошо, если учесть, что все, кто против нее шел, долго не жил, это не только она казнила, они вообще сами по себе не выживали. Значит, можно сделать вывод, что Сфорца правила с помощью колдовства, и что вот этот ритуал, который был ее семейный, наверняка до нее дошел. Итак, взяв за основу ритуал дома Сфорца, доработав его, потому что вызов лярв и прочее, примерный перевод я уже поняла. Доработав этот ритуал и улучшив, я дарю вам. Но еще раз вам говорю, как только удары начнут получать ваши враги, вы должны еще раз это делать. Вы не должны останавливаться. Это не тот ритуал, который один раз ударил, наказал и хватит. Объясню почему. Потому что вызванные лярвой, ларвус,
которые мы называем лярвы. Злые духи или... Ой, да иди ты нахер со своим богом уже. Пошел ты нахуй отсюда. Достали. Иди отвечай, баран божий. Пошла нахер. Чего вы сюда пришли, не могу понять. Иди теперь своим богом тряситесь, пускай вас имеют во все щели. А вы, блин, переживаете, чтобы не ответить перед боженьком. Пускай вас отымеют, пускай вас унижают, принижают и делают все, что угодно. Идите нахер. Задрали, блядь. Бараны божьи. Не трите тут шкуру у меня. Идите к своему боженьке, пускай он помогает вам. Пошли вон. 2000 лет как бараны вас режут. Ой, мы не будем отвечать перед боженькой. А ваш боженька будет перед вами отвечать за все, что с вами сделал за эти 2000 лет? Заколебали, блин. Я еще раз говорю, я не пришла сюда спасать безвольных баранов божьих. Мне плевать, перед кем вы хотите отвечать. Вселенная ему не принадлежит. Вселенная принадлежит другому богу. И тот бог мстит, когда надо. Все, пошли дальше. Бесит уже, раздражает эти бараны. Итак, я надеюсь, все поняли. Значит так. Этот ритуал наказания врагов очень силен. И если его начать и видишь, как добивается твой враг, ты должна продолжать до последнего. Увидела, что она в больницу поехала, еще раз делать. Увидела, что она работу потеряла, еще раз делать. Увидела, что у них дом сгорел, еще раз делать. Увидела, что она разводится, еще раз делать. Ты должна добить. Почему? Потому что лярвы, которые ты вызываешь, ты им говоришь: я даю душу, волю своих врагов вам. И ты должна выжимать со своих врагов столько страданий, чтобы эти лярвы насыщались. Я ясно выражаюсь? Иначе они начнут насыщаться тобой. Один раз сделала, плохо ей стало. Ты перестала, все, они повернутся на твою сторону. Ты должна добивать. Поэтому, прежде чем начать, думайте хорошо. Ваш враг может оказаться и ваша сестра. Ваш враг может оказаться и любимый муж, который вам изменяет, а вы даже понятия не имеете. Ваш враг может оказаться и близкий человек, и близкая подруга может умереть ни с того ни с сего. Кто угодно может оказаться ваш враг. Поняли? Не бегите сейчас, сломя голову, как дураки. Уй, как хорошо, сильный ритуал, ура! Есть другие ритуалы мести, которые можно один раз сделать, насладиться этой местью, и все, и пошли они к черту. Здесь вы должны добивать, поэтому подумайте. Здесь много раз придется делать, потому что вы должны выживать, то есть выжимать с них все жизненные соки и отдавать лярвам, которых вызвали. Иначе эти лярвы начнут питаться вами. Понятно вам? И потом вам придется 1000 чисток делать, чтобы от них избавиться. Оксана, пошла вон отсюда. Вон пошла отсюда. Мне плевать, как ты будешь узнавать своих врагов. Мне чихать. Я не сказала, что надо своих врагов узнавать. Я сказала, вы делаете, а враг вылезет сам. Задрали, блядь. У меня уже эти лярвы начинают вылазить. 500 раз сказала же русским языком. Вы можете подозревать одного человека, но окажется их больше. Сука, ну сколько можно говорить? Это что за хрень, а? Как я устала. Так, сейчас я кое-что исправлю и начну читать. Значит так. Что нужно брать вам? Первое. Сердце птицы. Далее. Черные свечи. 3. Один зажигается посредине. Значит, дальше. Да что-то происходит. Черт бы его поправил. На нервы действует. Ладно, потом сделаем.
оливки, поскольку это римский ритуал, и поскольку оливковое дерево считается проводником между миром живых и мертвых. И красное вино как символ крови вашего врага. Делается, увидели результат, еще раз надо делать, надо добить. Если вы не готовы добить, если вы не готовы к правде, значит, не трогайте. Доброй ночи. Не трогайте. Не трогайте, потому что если вдруг окажется, что вашим врагом является близкая подруга, вдруг, что она лежит просто с вашим мужем и не раз, и не два, и для вас это будет шоком, потому что когда ее уволят с работы, когда у нее будут очень плохие, страшные вещи, и вы будете прямо рыдать и реветь, и в этот момент вы решите, что ладно, все, хватит на этом больше, уважая нашу дружбу, я ничего делать не буду, значит, знайте, что вы получите по башке. Начинаете добивать своих врагов, считайте, что вы очищаете мир, что вы делаете очень великое, благое дело, как будто это очень нужное дело Вселенной. Секунда просто сомнений, и все вернется на вашу голову. Здесь нельзя мешкать. Поэтому вот этот ритуал для людей сильных волей. Для бесхребетных оно не подходит. Для бесхребетных оно не подходит. Я ясно выражаюсь? Все, поехали. Либо подождете, когда наберут текст, либо сами напишите. Я постараюсь так прочитать, чтобы вам было понятнее. Это surgere in medis semitis, foco virtute tenebris, exaudimi, eit ego dabi vobis, hostes animi, quode donum, in reditu, et petere presidium, me auxilium, parere mi ostibus, ecce ego congregabo eos dolore, ecce ego congregabo eos metum, ecce ego congregabo eos fortitudinem, donum estem magnum, o larvos per te et ostibus parere. Amen. Et surgere in medii semitis, voco virtute tenebris, exaudimi, eit ego dabo vobis, hostes animi quode donum, on reditu, et petere presidium, me auxilium, parere mi ostibus, ecce ego congregabo eos dolore, ecce ego congregabo eos metum, ecce ego congregabo eos fortitudinem, donum este magnum, o larvos per te et ostibus parere. Амен. Ну вот пришел еще один, скажем так, поклонник Боннесфорца. Правильно я говорю, Максим? Для него это просто подарок. Это у нас молодой историк, исследователь, весьма подающий надежды, который к тому же еще и не спит 5 утра. Еще раз читаю. Et surgere in medii semitis, voco virtute tenebris, exaudimi, eit ego dabo vobis, hostes animi, quode donum in retidu, et petere presidium, me auxilium, parere mi ostibus, ecce ego congregabo eos dolore,
ecce ego congregabo eos metum, ecce ego congregabo eos fortitudinem, donum este, magnum, o larvus, perte et ostibus, parere. Амен. Интересный язык, да? Более древние, скажем так, наречия латинского. Читаю еще раз. Это surgere in medi semitis voco virtute tenebris exaudi mi eit ego dabo vobis. Eit ego dabo vobis. Ostes animi quode donum on reditu et petere presidium me auxilium. Отвлек ты меня, Максим. Parere mi ostibus, ecce ego congregabo eos dolore, ecce ego congregabo eos metum, ecce ego congregabo eos fartitudinem, donum este magnum, o larvos perte et ostibus, parere. Амен. Да все забыли уже про лицо в углу. Она исчезла, между прочим. Ну так, появляется, исчезает. Она появляется, исчезает. Еще раз читаю. Ete surgere in medi semitis, voco virtute tenebris, exaudimi, eit ego dabo vobis, ostes animi, quode donum, in retidu, et petere presidium, me auxilium, parere mi ostibus, ecce ego congregabo eos dolore, ecce ego congregabo eos metum, ecce ego congregabo eos fortitudinem, donum este, magnum, o larvos, perte, et ostibus, parere. Амен. Очень может быть, что этим словам 3-4 тысячи лет. Потому что это латинский, и причем заклинание жрецов. По крайней мере, жреческой касты. Магия это. Я надеюсь, что вы меня поняли, и что я не должна вам повторить одно и то же 500 раз. Будьте осторожны и внимательны с такими работами. Это не шутки. И делайте тогда, когда действительно есть нужда. Я вам сказала, какая нужда. Всем удачи!